Здравствуйте, уважаемые друзья! Есть невидимый, тихий враг, который скрывается в сосудах почти каждого человека старше 50 лет. Его имя — тромб. Он не подает сигналов, не причиняет боли и вдруг наносит сокрушительный удар, приводя к инфаркту или инсульту. Миллионы людей тратят огромные деньги на лекарства, даже не подозревая, что главный враг тромбов давно известен и стоит копейки. Представьте, всего один стакан простого напитка на голодный желудок способен сделать кровь такой же жидкой и чистой, как родниковая вода. Звучит невероятно? Этот рецепт не из модных журналов. Его с успехом применял выдающийся советский флеболог, посвятивший жизнь здоровью сосудов. Он был уверен, природа уже дала нам все для долгой и активной жизни, нужно лишь правильно использовать ее дары. Сегодня я поделюсь с вами этим бесценным знанием. Это не просто напиток. Это ваш ежедневный шаг к легкости и безопасности в теле, о которой многие уже забыли. Он не только разжижает кровь, но и мягко очищает сосуды от холестериновых бляшек, возвращая им упругость. Один стакан в день, и вы почувствуете перемены. Хотите узнать этот простой секрет долголетия? А задумывались ли вы когда-нибудь о густоте своей крови? Напишите в комментариях «да» или «нет», мне важно ваше мнение. Если вам интересна тема здоровья сосудов, поддержите это видео лайком. Для вас это один клик, а для меня знак, что моя работа действительно нужна. Давайте разберемся, почему густая кровь — это не просто слова, а реальная угроза, которую нельзя игнорировать. Представьте кровеносную систему как сеть рек и ручейков, питающих каждую клетку вашего организма. Кровь — это жизнь. Она переносит кислород, питательные вещества, гормоны и забирает отходы. Пока река полноводная и быстрая, организм работает идеально. Но что происходит, когда вода превращается в вязкое болото? Поток замедляется, на дне оседает ил, образуются пробки. То же самое происходит с кровью. Когда она густеет, ее текучесть падает, и это запускает цепь разрушительных процессов, подтачивающих здоровье изнутри. Первым страдает сердце. Этот непрерывно работающий мотор, который прокачивает за жизнь целое озеро крови, трудится 24/7 без отдыха. Ему приходится с невероятным усилием проталкивать густую вязкую кровь по сосудам общей длиной, которая, если растянуть в линию, обернула бы земной шар дважды. Сердце изнашивается, словно насос, который вместо воды вынуждают качать густую смолу. Отсюда и постоянное высокое давление, перебои в ритме, а со временем сердечная недостаточность. Но это только начало. Самая коварная угроза густой крови – тромбы. Тромбоциты – это наши маленькие спасатели. Если порезаться, они устремляются к месту повреждения, склеиваются и останавливают кровотечение. В густой, медленно текущей крови они ведут себя иначе. Слипаются друг с другом и прилипают к стенкам сосудов без необходимости. Так появляются тромбы. Сначала они маленькие, но со временем растут, словно снежный ком, сужая сосуд и нарушая кровоток. Человек может десятилетиями жить с такими бомбами замедленного действия внутри себя, не подозревая об опасности. Он замечает только усталость, холод в руках и ногах, головные боли или шум в ушах, списывая все на возраст, погоду или усталость. Между тем, тромб растет, и однажды он полностью перекрывает сосуд или отрывается и отправляется в смертельно опасное плавание по организму. Если сгусток достигает сердца – инфаркт, мозг – инсульт, легочные сосуды – тромбоэмболия, которая чаще всего заканчивается мгновенной смертью. И это не страшилки из фильмов. Эта угроза может развиваться внутри вас прямо сейчас. С возрастом риск только увеличивается, меняется гормональный фон, сосуды теряют эластичность, накапливаются хронические воспаления.
Я говорю это не для того, чтобы вас напугать, а чтобы вы поняли, густая кровь лишает органов нормального питания и кислорода. Мозг недополучает кислород, ухудшается память, появляется туман в голове, падает концентрация. Почки страдают, появляются отеки, печень перегружается. Даже зрение напрямую зависит от состояния мельчайших капилляров, которые забиваются первыми. Забота о текучести крови – это не просто профилактика одной болезни. Это фундамент здоровья, качества жизни и долгой активной старости. И есть отличная новость. На этот процесс можно влиять. Одно из самых эффективных средств – обычный томатный сок. Да, не экзотический суперфуд, а привычный с детства натуральный, без соли и сахара. Сила томатного сока научно доказана. Он помогает предотвратить образование тромбов. Есть два способа употребления. Первый – свежевыжатый дома. Для стакана сока возьмите 2-3 средних помидора. Тщательно вымойте их, удалите плодоножку и измельчите в блендере до однородной массы. Если нет блендера, натрите на мелкой терке. Кожицу и семечки удалять не нужно, в них много полезной клетчатки. Для более жидкой консистенции можно процедить через сито. Второй вариант – качественный магазинный томатный сок прямого отжима без добавления соли и сахара. В составе должны быть только помидоры. Чтобы полезные вещества усвоились максимально, добавьте половину чайной ложки нерафинированного растительного масла и тщательно размешайте. Пейте на голодный желудок за 20-30 минут до еды. 1 стакан в день. Важно не количество, а регулярность. Через пару недель вы заметите, уходит тяжесть в ногах, появляется ясность в голове, возвращается энергия. Организм обязательно скажет спасибо за такую простую, но эффективную заботу. Спасибо за просмотр. С вами был канал «Новая молодость».